一路走来，是为了心中的坚守。 Ло Фэн на уровне мастера мира или хозяина мира очень силен. У него появляются новые, все более могущественные техники, его броня также становится сильнее. Но когда он пробьется на следующий уровень, уровень бессмертного, это совершенно иной класс культивации, который существенно отличается от предыдущего. Бессмертных можно считать низшим ярусом истинно великого существа. Как понятно из названия, те, кто достигает уровня бессмертных, не умирают от естественных причин. Если их не убить, они не умрут, пока вселенная, в которой они обитают, не будет уничтожена. Бессмертные в корне отличаются от мастера мира. Их тела от природы способны путешествовать со скоростью света и сформированы из бессмертной энергии, которая позволяет им манипулировать своими размерами по собственному желанию. Поскольку их прорыв зависит от овладения хотя бы одним из изначальных законов, их тела буквально содержат энергию закона. Поскольку каждая клетка бессмертного содержит часть его души, бессмертные могут возродиться из одной единственной клетки. Бессмертные короли обычно принадлежат только к самым могущественным организациям. В этом классе нет распределения на уровни от 1 до 9, как это было ранее. Уровень культивации бессмертных обычно делится на 3 подкатегории, в зависимости от их силы. Бессмертный генерал, бессмертный маркиз и бессмертный король. Учитывая такое деление, бессмертный король примерно в 1000 раз сильнее бессмертного генерала. Ло Фэн достигнет уровня бессмертного довольно скоро. К этому времени у него будет 4 тела. Ло Фэн неожиданно получил технику Я Вселенной. Бессмертное тело клона с 30-кратным усилением бессмертного тела и тело, которое нужно было сжечь, это были основные требования к применению Я Вселенной. Но сейчас даже большого божественного тела, такого как Золоторогий Гигант, было недостаточно при использовании Я Вселенной. Ло Фэн решил: мое тело будет бессмертным. Даже врожденные боги-звери с огромной боевой силой все еще могут умереть. Выживание более важно, чем сила. Мое тело золоторогого зверя также может быть намного сильнее когда-нибудь. Даже если я не смогу применить Я Вселенная, когда я становлюсь бессмертным, я смогу применить ее, когда я стану рыцарем Вселенной. Ло Фэн сделал большие приготовления перед прорывом к бессмертным. С помощью поглощения металлов золотым гигантом внутренний мир Ло Фэна уже имел диаметр более 60 миллионов миль, и он все еще не достиг своего предела. Ло Фэн был ошеломлен. Он не осознавал, что его внутренний мир настолько огромен. Чем больше был его внутренний мир, тем более стабильным и мощным станет его будущее божественное царство. Ло Фэн с нетерпением ожидал результатов. И вот, наконец, он достиг предела – 600 миллиардов миль. На вершине кровавых волн тело Маша, тело золоторогого зверя и тело последнего клона все смотрели во внутреннем мире в шоке. Это было непостижимо. У золоторогого зверя обычно был внутренний мир лишь диаметром 60 тысяч миль. Теперь он был 600 миллиардов миль в диаметре. Сущность золотой энергии внесла особые изменения в камень мира золотого рогатого зверя. Этот камень может быть самым мощным в истории Вселенной и единственным в своем роде. Как правило, камни мира Золотого Рога – это драгоценное сокровище рыцарей Вселенной. Камень мира Золотого Рога – это слияние всей золотой космической сущности внутреннего мира Золотого Гиганта, прорвавшегося к владыке мира. Зверь может произвести только один такой камень за всю свою жизнь, что делает его невероятно редким и ценным сокровищем, считающимся самым важным сокровищем зверя. В изначальной Вселенной его можно было считать металлом высшего уровня. Только в океане Вселенной можно было найти металл лучше. Кроме того, третий шаг звездной карты Ло Фэна скоро станет верховной техникой. Пока он может полностью понять закон золота, он сможет разбить кандалы на ядре, соединить закон океана, трансформировать свою божественную силу и стать бессмертным. Именно так, лишь после того, как Ло Фэн сможет понять закон, он сможет стать бессмертным. Хотя, если честно, боевая доблесть Ло Фэна уже практически соответствовала уровню бессмертного. Для некоторых форм жизни было чрезвычайно сложно стать бессмертным. Например, королева насекомых и лоза облаков стали бессмертными лишь после того, как их понимание закона могло сравниться с королем. Другие существа, такие как золоторогий зверь, также нуждались в более глубоком понимании закона, чтобы прорваться из-за ограничений их ядра. Что касается Ло Фэна, то его понимание закона уже было на уровне бессмертного, и его концепция бога-зверя была на 21 уровне Небесного моста. Его воля была сильнее, чем у всех рыцарей Вселенной.
а его усиление духовной силы достигало 32 раз. Ло Фэн уже по силе был равен непобедимому королю. Для меня не составит никакой проблемы стать бессмертным с первого раза. Ло Фэн с нетерпением ждал этого. Возможно, созданные им верховные техники немного уступали техникам непобедимых королей, но его воля и концепция бога-зверя были выше их. Ло Фэн давно изучил закон золота и уже был на грани его полного понимания. Когда он полностью поймет закон золота, он станет бессмертным и не будет возврата. Он прорвался бы до того, как закончил свое третье тело. В то время как половина сознания Ло Фэна осознавала закон золота, другая половина создавала и улучшала третий прием звездной карты. Его понимание закона были почти на том же уровне, что и у рыцарей вселенной. Лидер города первичного хаоса задумался. Прошло уже 1500 лет с тех пор, как Ло Фэн вернулся из 9 удаленных пространств, и с тех пор он создает третий прием для своей верховной техники. Почему он до сих пор не стал бессмертным? Он все еще не понимает закон золота? Лидер города первичного хаоса недоумевал. Его ученик уже завершил свое третье тело, и его понимание закона уже достигло невероятного уровня. Ло Фэн изучал закон золота в своем дворце в течение 300 лет. Когда он открыл глаза и улыбнулся. «Значит, это золото», он сказал. Чувство завершения наполняло его сердце, чувство удовлетворения полного понимания закона Вселенной. Связь внезапно связала Ло Фэна и океан золота с землей происхождения. Безграничные силы были перенесены из океана закона золота. Ядро внутри тела Ло Фэна было первоначально жемчужиной происхождения, но оно поглощало энергию из океана закона золота. Оно приобретало человеческую форму похожую на Ло Фэна. Понимание закона завершено, и происхождение приобрело свою форму, подумал Ло Фэн. Ядро освобождено, и бессмертная сила подпитывает его. Теперь душа и тело сливаются. Это были основные шаги, чтобы стать бессмертным. Ядро стало самим пространством. Когда жемчужина происхождения превратилась в форму Ло Фэна, он махнул рукой, и энергии стали хрустальными шарами с гравюрами самого закона. Концепция бога-зверя, усиление духовной силы, все сознание и разум, разрушьте оковы, станьте бессмертными. Все тела Ло Фэна заснули, и все его мысли сосредоточились на прорыве. С помощью силы закона золота из вселенной, Ло Фэн достиг своего предела. Внутри ядра зверь взревел, внутренняя стенка ядра начала дрожать, ядро начало трещать. Но не все прошло гладко. Сначала Ло Фэн не смог сломать кандалы на своем ядре. Ло Фэн вначале был полностью уверен, что прорыв к бессмертному станет для него клевым делом. Хозяин мира, который мог соперничать с непобедимым королем во всех отношениях, не мог стать бессмертным. В чем была проблема? Кандалы на его ядре очень мощные. Сокровища не помогут сломать оковы, подумал Ло Фэн. Нужно полагаться на понимание закона, техники, усиление духовной силы и силу воли. Трудно улучшить свою силу воли в краткие сроки. Только секретные техники могут помочь резко продвинуться. Хотя Ло Фэн проводил время со своей семьей и узнавал о том, как процветала его семья, большая часть его разума была посвящена изучению техники таланта, даже когда он был с ними. На этот раз Ло Фэн не изучал технику клинка. Вместо этого он сосредоточился на звездной карте. Прошло 100 лет, 200 лет, 900 лет, 1000 лет. Время летело. Через 3000 лет на тренировочном поле виртуальной вселенной Ло Фэн стоял на вершине. Было соединено 1600 шаров. Бесчисленные нити закона стали запутаны и образовали бога-зверя. Хвост был ощутимым, а другие части тела казались размытыми и нечеткими. Появилась тень в золотом плаще, летящая к нему издалека. Это был лидер города первичного хаоса. Ло Фэн поприветствовал учителя, но прорыв к бессмертному был еще недостижим. Что сделает Ло Фэн далее? Рассмотрим в следующем видео. Поставьте побольше лайков, например, 1500 лайков, и выйдет продолжение. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и всем пока!